Здравствуйте, дорогие любители вязания! Нравится вам такой узор? Смотрите. Очень интересный, очень легкий узор. Я рекомендую его также для начинающих вязальщиц. Очень легко вяжется, красиво смотрится. И мастер-класс я делаю по просьбе Анютки Ломтевой. Она прислала к нам свою просьбу на наш канал в Telegram. Я составила схему к этому узору. Полностью отредактированная схема будет в конце видео, как всегда. Просто я хочу сейчас объяснить, вот именно для начинающих. Схема для кругового вязания. Пустая клеточка на схеме обозначает изнаночную петлю на лицевой стороне. Если мы будем вязать поворотным вязанием, как сейчас мы будем вязать, то пустая клеточка в изнаночном ряду будет вязаться лицевой петлей. И, соответственно, лицевая петля в лицевом ряду и в изнаночном ряду эта петля будет вязаться изнаночной петлей. Раппорт узора составляет 11 петель в ширину. И при поворотном вязании мы добавляем еще 2 петли для симметрии узора. И 10 рядов в высоту. Если вы вяжете по кругу, то петли для симметрии узора добавлять не надо. Набираете нужное количество раппортов по 11 петель и вяжете по кругу. Ну вот и все. Давайте мы начнем. Мы с вами свяжем 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. И вам будет все понятно. Набираем на спицы 26 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. 2 изнаночных, 9 лицевых. Это у нас 1 раппорт в ширину. И вяжем второй раппорт. 2 изнаночных, 9 лицевых. Провязали второй раппорт и 2 петли, 2 изнаночных. Это у нас петли для симметрии узора. В дальнейшем я не буду вам говорить 1 раппорт, первый раппорт, второй раппорт. На схеме видно, где кончается раппорт, где начинается. А я буду говорить общее количество петель. Второй изнаночный ряд. Мы петли здесь вяжем по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Такие ряды я видео пропускаю обычно. Вы вяжете их самостоятельно. Провязали 2 ряда. Смотрим внимательно на схему. 3-й лицевой ряд и 4-й изнаночный ряд мы вяжем петли по рисунку. Давайте провяжем самостоятельно эти 2 ряда, точно так же, как мы сейчас вязали первый и второй. Провязали 4 ряда. Вот так у нас получается. Вяжем 5-й лицевой ряд. 2 изнаночных. Теперь нам нужно вязать следующим образом. Отсчитываем 4 петли, 1, 2, 3, 4. Вот 5-я петля. Опускаемся на 4 ряда ниже. Вот считаем 1, 2, 3, 4. Вот в этот 4-й ряд мы вводим правую спицу и вытягиваем вот такую длинную петлю. Следующую петлю мы снимаем с левой спицы, не провязывая. Смотрим, чтобы петли были одинаково расположены.
Вот у меня, я вяжу бабушкиными петлями, у меня петли лежат вот так. Мне нужно вот ее развернуть, чтобы она лежала точно так же, как вытянутая петля. Далее снова в эту же петлю, но уже на ряд выше мы вводим, вот на ряд выше уже вводим снова спицу и снова вытягиваем длинную петлю. И снимаем петлю с левой спицы, не провязывая. Затем снова вытягиваем петлю, но уже на ряд выше, чем вытягивали. Тоже вытягиваем длинную петлю. И 4-й раз мы вытягиваем петлю уже вот во вторую дырочку. Уже петля будет короче. И снимаем петлю с левой спицы. Вот как у вас должно получиться. Далее вяжем 5 лицевых. Вот такой у нас раппорт. Подтягиваем петельки и вяжем второй раппорт. 2 изнаночных. Отсчитываем 5-ю петлю, опускаемся на 4 ряда ниже, 1, 2, 3, 4, вот в первый ряд, вводим правую спицу и вытягиваем длинную петлю. С левой спицы петлю снимаем, не провязывая. Далее, теперь на 3 ряда ниже или на 1 ряд выше вытянутой петли снова вытягиваем длинную петлю, петлю с левой спицы снимаем, не провязывая. Следующий ряд вытягиваем петлю, снимаем петлю с левой спицы. И 4-й ряд вытягиваем петлю, она уже будет у нас покороче, и снимаем петлю с левой спицы. Вытягиваем, хорошо подтягиваем, чтобы петли не стягивали узор. Вяжем 5 лицевых и 2 изнаночных. Шестой изнаночный ряд. 2 лицевые, 5 изнаночных, 2 петли провязываем вместе изнаночной. 1 раз, следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной, 2-й раз, снова 2 петли провязываем вместе изнаночной и 4-й раз провязываем 2 петли вместе изнаночной. И снова 2 лицевых, 5 изнаночных и 4 раза провязываем по 2 петли вместе изнаночной петлей. 2 лицевых в конце ряда. Смотрим внимательно на схему. 7-й лицевой ряд и 8-й изнаночный ряд мы провязываем петли по рисунку. Давайте самостоятельно это сделаем. Провязали 8 рядов, вяжем 9-й лицевой ряд. 2 изнаночных, 5 лицевых, теперь нам нужно снова вытягивать длинные петли, но они у нас будут с наклоном в левую сторону. И здесь неудобно вытягивать спицами. Я брала себе в помощь крючок. Снимаем петлю с левой спицы, и нам нужно вот вытянуть длинную петлю вот из этой 5-й петли на ряд ниже. Но это вот спицами делать неудобно. Берем крючок, вытягиваем петлю. Тут размер можно вытягивать ее произвольно, потом они выровняются петельки. Вытянули петлю. Снимаем петлю с левой спицы и вытягиваем петлю уже
на ряд ниже. Вот сюда вводим крючок, вытягиваем длинную петлю. Снова снимаем петлю с левой спицы и на ряд ниже, следующий ряд, вводим крючок, вытягиваем длинную петлю. И 4-я петля. Снимаем, не провязывая, находим следующий ряд и вытягиваем длинную петлю. Можно эти петли вот таким образом вытянуть подлиннее и потом их выровнять, чтобы у нас не стягивался узор. На изнаночной стороне у нас рабочая нить получается ниже вязания, и нужно смотреть, чтобы она тоже довольно расслабленно лежала, чтобы не стягивался узор. Провязываем 2 изнаночных и 5 лицевых. И снова вытягиваем длинные петли поочередно, вводя крючок каждый раз на ряд ниже, вот в эту петлю. Снимаем петлю, не провязывая, вводим крючок на ряд ниже, вытягиваем длинную петлю. Снова снимаем петлю, не провязывая с левой спицы, на ряд ниже вводим крючок, вытягиваем длинную петлю и так далее. Петлю снимаем, петлю вытягиваем, петлю снимаем, и петлю вытягиваем. Выравниваем все нитки, следим за рабочей нитью, чтобы она у нас не стягивала узор, и провязываем 2 изнаночных. 10-й ряд, 2 лицевые, 2 вместе провязываем изнаночной. 1 раз, 2 вместе провязываем изнаночной, 2 раз, 2 вместе провязываем изнаночной, 3 раз и 2 вместе провязываем изнаночной, 4 раз. 5 изнаночных, 2 лицевых и снова 4 раза провязываем по 2 вместе изнаночной, 5 изнаночных. В конце ряда 2 лицевых. Мы провязали с вами 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Очень симпатичный и легкий узор. Согласны? Давайте скажем спасибо Анютке Ломтевой за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.